Мої вітання усім закоханим у рослини. Я Світлана, і мій садок знаходиться в Україні. Бабье лето у нас. Я высаживаю свои растения. Это новый кипарисовик. Красивущий. Покажу и расскажу. Но я сегодня не об этом. Сегодня расскажу вам, как я буду готовить свои гортензии к зиме. Древовидные, крупнолистные и метельчатые. У многих тоже такие есть. Расскажу, что я делаю, как укрываю, по-разному. Будет мне помогать Мия. Иди сюда. Так, опять ловит. Иди сюда, иди ко мне. Иди. Иди, будем рассказывать. Расскажу, как молодые свои штамбы. Как молодые свои штамбы буду укрывать на зиму, что с ними делать. И еще я вспомнила, что я 30 августа, 30-го, поздно уже, свою крупнолистную гортензию «Бесконечное лето» начеренковала, посадила в тенек эти черенки, накрыла горшками от орхидей, прозрачные с дырочками, и забыла благополучно, что я буду с ними делать. Они, наверное, укоренились. Новых я нарезала и поставила в контейнеры. Это те, которыми буду заниматься. Все, Мия, побыла на ручках, все. Это те, которыми я буду заниматься зимой. Ну, идемте. Начнем, пожалуй, с древовидных. В прошлом году я их совершенно не трогала. Отцвели, листья опали, и я не делала ничего. Это был мой эксперимент. Они отцвели, соцветия засохли, листики тоже уже стали опадать. Идемте посмотрим, скажу, что я буду делать в этом году. Тоже очередной эксперимент. Ну вот мы подошли к тому месту, где растут мои гортензии древовидные. Эту аллею мы смотрели летом, любовались, какая она была. Есть видео, можно посмотреть. Это та же самая, посажена под забором между скальными можжевельниками. Это скайрокеты. Расскажу на прогулке по саду, что же с ними делать можно, если посадили совсем маленькие, как формировать начать. И есть весеннее видео про скальные можжевельники. Отвечаю на вопрос, был в комментариях. Подскажите, что нам сейчас делать с можжевельниками скальными. А мы про гортензии. Что это за гортензия? Стронг Аннабель или Аннабель, я не знаю. На солнышке соцветия меньше, кусты разрослись больше, более компактно, в тени. Ветви очень длинные растут, соцветия огромные. Тут проложен капельный полив. Имейте это в виду, если будете сажать, только ищите место, где же посадить. Все, пенисетум облетает. Вообще-то он сеется, мне сказали, этот пенисетум. Надо, наверное, метелочки поснимать эти. Так, что мы делаем? В прошлом году я провела эксперимент, ничего не делала. Все оставила на зиму, как и было. С соцветиями, с листьями. Весной подровняла только высоту. Примерно вот такую. Вот они немножко развалились, но очень сбитая. Аллея получилась очень много соцветий. И они не падали благодаря тому, что друг за друга держались. В этом году я хочу обрезать на высоту 40 сантиметров, ну, ориентировочно по колено. То есть мы берем наши ветви, не рассматривая отдельно листья, соцветия, и берем секатор, обычный секатор, и срезаем вот такую огромную ветку вместе с соцветиями, с листьями. Листья, видите, на этих зеленые, на тех уже пожелтели, покоричневели. Погода у нас одинаковая, что тут, что там. На заметку обязательно возьмите себе, если сажаете эту гортензию, ищите ей место. Так, обрезали.
Дальше что можно сделать? Надеюсь, вы не забыли, что надо осенним удобрением гортензии, но это еще месяц назад надо было делать. Если не успели, уже ничего не делайте. Замульчируйте хвойным опадом, пролейте, если у вас сухая осень. Все. Наши гортензии древовидные, очень неприхотливые и простые. Эту аллейку я буду прямо кусторезом по высоте равнять. А вот тут эти буду просто на 40-50 сантиметров. С этими гортензиями все. Сухие соцветия оставлять я не буду совершенно. Я не люблю сухостоя ни в доме, ни на участке. Но это на любителя. Кому-то нравится, кто-то баллончиками, серебрянкой там или золотистым брызгает. И дома букеты такие осенние ностальгирует по прошлому сезону. Я этим не занимаюсь. Я зимой, когда мне скучно, выращиваю новые гортензии, новые цветы. Кстати, вчера получила свой заказ, новые петунии. Такие цвета красивые. Я выбрала темные, почти черные блэкберри. И обязательно один сорт белые. Но этим мы будем зимой заниматься. А сейчас идем к метельчатым гортензиям и к моим штамбам. Идемте. Вот этот штамп молодой гортензии Фантом. Я уже срезала шапки. Видите? Потому что у нас такие ветрюганы были, что я думала, ее выдернет вместе с корнем. Что я буду делать с ней сейчас, если у вас тоже молоденькая штамп гортензии, которые вы сформировали. Видите, листики облетают уже, соцветия срезаны. У нас тут видны 1, 2, 3, 4, 5, 6 веточек. Я высоту совершенно не трогаю и трогать не буду до весны. Все свои гортензии, у каждого свой метод, я обрезаю весной. Буду обрезать на 2 почки, чтобы веточки были толстенькие и мое деревце гортензиевое держалось крепко. Вот такой уже ствол у нее толстенький. Все молодые штамбы я срезаю соцветия. Вот этот штамп не молодой. Ну, просто вот так берем и срезаем. Все, и так они будут зимовать. Кстати, я пересадила отсюда молодой штамп Magical Sweet Summer вместе с веточкой черешни, которая дала корни. Помните? Корни дала ветка у меня. Я еще говорила, почему мои растения все растут так. Потому что ветку воткнешь и растут. Все, про штамбы вы поняли. Замульчировать, удобрить, срезать соцветия. Идемте покажу, что мы делаем с кустами большими. Вот с такими. Так, вы видите, что мне уже тут можно пройти. Я убрала свой алисиум. Цветет еще роза бриоза, но уже просится тоже отдыхать. Вот, допустим, у нас куст ванилы фрейс. Тут я еще не знаю, эта ветка штамп, эти ветки не штамп, но вы сказали, очень даже неплохо смотрится. Я решила на следующий год не буду полностью низ убирать, как я хотела все убрать. Оставлю внизу куст и вверху куст. Такая своеобразная форма будет. Потому что обрезать-то мы успеем всегда. Что мы делаем на зиму? То же самое. Я убираю весь сухоцвет в камин на растопку. У нас уже очень холодные вечера, ночи, уже минус. Сегодня вот повезло такой день. Сегодня ночью даже немножко дождь был. На дожде вообще этот сезон очень бедный. Все, опоры оставляем. Никаких обертываний агроволокном или чем-то. Штамбы гортензий. Не нужна им это. Обрезали, убрали. Листья опадут сами.
Вот, в принципе, и все. Длину, как я сказала, самих ветвей на 2 почки. Я буду на 2. Будем убирать весной, в марте. Покажу. Вот этот свой куст большой лайм лайт. Тут пионы посадила уже новые. Вот этот куст лайм лайт еще немножко у меня он постоит в таком виде. У него еще даже листва такая хорошая, зеленая, не засохшая. А потом тоже уберу соцветия. С метельчатыми гортензиями вообще никаких хлопот. Сейчас покажу молоденькие гортензии. Все то же самое, но мы им оставляем опоры, потому что у них еще очень тоненькие веточки. Опоры, чтобы стебель под снегом не сломался. Возле каждой ставим какую-то опору и фиксируем. Если высокие. Если совсем вот такусенькие, можно ничего не делать. Прикрыть сосновыми ветками или еловыми. Или если у вас совсем ничего нет, вы обрезаете можжевельники свои, я вот обрезаю, и ветки. Нижний ярус я убираю, немножко приподнимаю от земли можжевельники. Можно этими ветками прикрыть. Это молодые гортензии метельчатые. Именно вот эти молодые штамбы и кустики. Видите? Вот это вот мы просто срезаем. Все, наш малыш полярный Мишка остается на опоре зимовать. Укрывать их тут не надо, я сказала, немножко. Только можно землю или замульчировать хорошо, но тоже не перестарайтесь, чтобы сильно замульчировано не было, потому что попреть может земля, и если корни близко, и корни. Все, вот так она будет стоять. И это, и те, у всех мы обрезаем только соцветия. Больше ничего не делаем. Снежок наметет сугроб, и они будут ждать весны. Они уже довольно крепкие, наросли. Ну, если вы все делали вместе со мной, я высаживала их в июне. Вот эти свои молоденькие гортензии. Все, они уже подростки у нас, скажем так, на следующий год. Допустим, вот это тут 47 сантиметров, по-моему, я мерила. Это будет, наверное, штамп. Пойдет уже штамбовая форма. Которые совсем маленькие, те буду формировать в кустовую. Идемте покажу, что делать с черенками метельчатых гортензий летнего черенкования июньского. 30 июня они были черенкованы. Вот что тут с ними происходит. Они возле шланга с капельным поливом, как я вам рассказывала. Тут листья от роз на них нападали. Вот так они выглядят. Прям понарастали, понарастали. Все, сюда я положу веточки сосновые. Можно, конечно, почистить землю, чтобы чистенько, красиво было. Но это, если у вас время есть. И сверху потом закрыть сосновым опадом или ветками, но не сильно. Все, они уже зиму переживут отлично. А сейчас покажу, какими колпачками я позакрывала свои крупнолистные. Вот такими. Это орхидей. Все, идемте смотреть крупнолистную гортензию. Что же я с ней делаю? С крупнолистной гортензией тут, конечно, танцы с бубном. Огромные листья совершенно не потеряли ни форму, ни вид. Ветви одревесневевшие, это старые, молодые, вот такие зеленые. Что же я буду делать? Это я завязывала и наклоняла. У нас заморозки были -2. Что буду делать сейчас? Сейчас буду вот так вот обрезать у нее листики. Для чего это делается? У нас еще теплые дни могут быть, конечно, но может быть и мороз. Обрезаю до самой вершины и оставляю вот такую веточку. У крупнолистной гортензии, как вы видите, почки. Вот они. И сам
цветок на следующий год будет вот из этих пазух. И наверху соцветия. Вот эти мы просто листики обрежем. Верхушку я снимать не буду. Все, в таком виде у нас будут все веточки наши. Мы их как метелочку возьмем все вместе, обвяжем и наклоним, как вот эти. Но эти я развяжу. Они были временно наклонены, у меня не было возможности обрезать поздно вечером их, когда я узнала, какая температура будет. Все, вот эти ветки, самые мелкие вот такие, я предлагаю начеренковать. Сейчас можно и поставить в контейнеры, как мы делали зимой, и укоренять уже в доме, досвечивать лампами. Связываем и наклоняем. Сейчас я вам покажу, как я связываю, если кто не знает, и приваливаю камнями, чтобы они привыкли к такому положению быть. Будет холоднее, буду укрывать агроволокном. Вначале одним слоем, потом двумя, тремя, в зависимости от температуры. И желательно как можно ниже к земле их наклонить. Ну вот эти уже, видите, нагнулись, они уже будут держаться. Если у вас совсем одревесневевшие такие, их надо наклонять, как у розы, несколько приемов. Вот, в принципе, и все. Нам самое главное не заморозить вот эти наши почечки, из которых будут цветы. Красивые соцветия. Это гортензия бесконечное лето. Мы ее смотрели, когда я рассказывала, как от клеща гортензии уберечь. Она там еще вот такая малюсенькая, вот так наросла. Сантиметров по 60 ветви. Цвела, кстати, в этом году не очень обильно, но очень сильно разрослась. Я ее черенковала и в конце августа, и вот буквально несколько дней назад. Ну, пропустила вот эти тоненькие побеги. Вот, в принципе, и все. Такие у меня огромные листья. Сейчас мы посмотрим, как я буду обрезать и наклонять ее. И занимайтесь своими гортензиями, потому что зима может наступить раньше, чем мы думали. Раз, и уже снегопад. А я, когда закончу с гортензией, пойду эту сделаю сейчас, даже если тепло. Потому что тут долгий процесс, и она может в таком виде, в наклоненном, уже ждать зимовки. Просто накрывать ее не буду. А потом пойду высаживать тюльпаны свои. А чем вы занимаетесь? Вот так выглядят мои гортензии. Уже соцветия потеряли цвет. Как я сказала, все соцветия я пообрезаю. Красиво тут было, да? Яркие краски, розовые, белые. Но в следующем году у нас будет все еще красивее. Это точно. Туи разрослись в этом году. 4-й мой садовый сезон. Ну все, до встречи в следующем видео. Наверное, задолжала я вам видео про цветение Тьерри Маркс, Валбери и еще какой-то интересной розы. Покажу. Будет интересно. Поставьте лайк, если забыли.